Мой дежурный торт всегда получается без всяких заморочек, выручает меня на праздники, получается вкусным и нежным. С большим удовольствием готовлю его на даче. Вот посмотрите, какой он аппетитный. Слюнки просто бегут. Многослойный, много крема с кофейным ароматом, нежнейший. Смотрим видео. Приветствую всех, друзья, на нашем канале «Найди свой рецепт». Сегодня готовим вкуснейший торт без выпечки в духовке. Будем готовить на сковороде. Для нашего рецепта нам понадобятся самые обычные продукты. Для бисквита 3 яйца, 150 граммов сахара, 30 граммов какао. Будете готовить без какао, добавляйте, значит, то же количество муки. Муки мы берем 170 граммов, если без какао, то значит получится 200. 180 миллилитров молока, щепотка соли, растительное масло здесь у нас 50 граммов, 3,5 ложки столовых и пекарский порошок, здесь у нас 10 граммов. Конечно же, обязательно ванильный сахар для вкуса. А также для крема у нас здесь крахмал 45 граммов, 150 граммов сахара, размягченное сливочное масло 200 грамм и большая банка сметаны 400 граммов нам понадобится. К 3 разбитым яйцам я высыпаю 150 граммов сахара. Взбиваю в пышную пену. В побелевшую массу выливаю 50 миллилитров растительного масла. Кстати, масло, если желаете, можно положить сливочное, но оно должно быть растопленным. Перемешиваем. Выливаю молоко. Молоко у нас должно быть комнатной температуры. Ни в коем случае, друзья, не из холодильника. Для вкуса бисквита добавляю щепотку соли. Это нужно сделать обязательно, не забудьте. Ванильный сахар 1 чайную ложку добавим обязательно. Перемешаем. И в самую последнюю очередь мы просеиваем муку, какао и пекарский порошок. Делаем это все одновременно. Вот так просто у нас все с вами. 10 граммов пекарского порошка. Тесто перемешали до однородности. Сейчас покажу, какая у него фактура. Я бы сказала, между тестом на блины и оладушковым. То есть на блины оно густовато, а на оладушке жидковато. Вот такая фактура красивая очень у нас получилась. И мы сейчас будем с вами выпекать. Сковородочка наша уже отлично прогрелась. Я смазываю растительным маслом. Выливаем полный половник. Тесто у нас достаточно густое. Можно его вот таким вот способом, можно ложкой выровнять, как вам удобно. Вот так вот просто я выравниваю. Накрываем крышкой и готовим ровно 7 минут. Также готовность коржа мы определяем по большому скопившемуся конденсату. Я резко переворачиваю крышку, и вот эту вот воду, которая у нас образовалась на крышке, я сливаю просто в раковину. Вот я ее слила. Обратите внимание, какой у нас красивый корж. Он весь пупырчатый, такой хорошо поднялся. И мы сейчас должны его перевернуть и приготовить еще минутки 3 на другой стороне. А пока наши коржи остывают, мы с вами приготовим крем. Крем, друзья, очень вкусный и заварной. Основа будет сметана. 400 миллилитров я выкладываю в сотейник. К сметане добавляю 150 граммов сахара. Просеиваю крахмал. Здесь у нас 45 граммов. Разбиваю пару яиц. И перемешиваю всю нашу массу венчиком до однородности. Сметану, яйца, крахмал и сахар. Ничего взбивать не нужно, просто как следует перемешать. Ставлю сразу же на плиту, постоянно помешивая. Температура ниже средней, никуда не отхожу. Крем у нас готовится 10 минут. Посмотрите, какой он густой, красивый, однородный. Конечно, я его помешиваю. Цвет просто обалденный, нарядный. Ожидаем первых булек. Вот сейчас и выключу. Накрываю крем пакетом. Можно использовать пищевую пленку. Охлаждаем до комнатной температуры или температуры сливочного масла. Размягченное масло я выкладываю в миску.
Добавляю чайную ложку ванильного сахара и взбиваю всю нашу массу до белого состояния, чтобы масло из желтого превратилось в белое. Частями вводим заварной крем. В сливочное масло ввожу вот где-то 2 ложки и как следует все взбиваю, так чтобы у нас заварная основа и масло очень хорошо перемешались в пышную массу. Ох, крем замечательный, ароматный, пышный, загляденье. На бисквит наношу кофейную пропитку. Пропитка может быть из густого чая. Я густой заварила кофе, туда добавила много сахара, 3-4 столовых ложечки, чтобы она такая сладенькая была. Вы делаете по вкусу. Торт наш будет с кофейным вкусом. Наношу крем. Крема буду наносить много. Готовлю такой торт часто, потому что он любимый, вкусный, обожаемый нашей семьей. Часть крема я окрасила красителем, так что великолепный торт у нас подойдет и на праздничный стол, не только к чаю. Красиво, вкусно и очень нарядный. Можно также украсить свежими ягодами. У нас клюква мороженая прекрасно подойдет. Клубника, малина. Какие ягоды пошли, пожалуйста, делайте. Дачникам привет всем! Обалденный, самодостаточный, с кофейным оттеночком, с нежным воздушным кремом. О чем еще можно мечтать? Друзья, не забудьте подписаться на наш канал, найди свой рецепт, поставить нам лайки за такое творение и, конечно же, нажать на колокольчик, чтобы к вам приходили уведомления. До новых встреч, друзья! Пока-пока!